Гагаузия хочет связать себя с Кремлем экономически. Из тюрьмы выходит лидер российского криминала, а Европарламент пытается усмирить искусственный интеллект. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Польские фермеры то возобновляют, то снимают блокаду на границе с Украиной, а Дональд Туск говорит, что вся Европа торгует с РФ. Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Белоруссией. Многие компании, в том числе и в Польше, успешно обходят санкции. Стало известно наверняка, кто будет баллотироваться в президенты США. Немецкое правительство приводит в состояние готовности все ракеты «Таурус». Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал «Таурус». Такой подход открывает перед правительством замечательные возможности. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно и совсем не сложно. Поехали. У 70% украинцев есть близкие, которые воевали на фронте. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Кроме того, 41% опрошенных предполагает, что может стать ветераном в будущем, а 53% думают, что этого случиться не может. Все торгуют с Россией и Белоруссией. Санкции должны действовать одинаково, говорит польский премьер-министр Дональд Туск. Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Белоруссией. Многие компании, в том числе и в Польше, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован в том, чтобы санкции соблюдались действительно строго. Действует ли это сейчас и почему именно сейчас польская власть обратила внимание на польско-белорусскую границу, через которую как раз и идут российские и белорусские грузы? И какие это грузы? Значит, что касается зерна и вообще, скажем так, пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции, важный момент, что против них санкций нет. И я сомневаюсь, что они будут. По одной простой причине. Потому что идеология санкций построена так, чтобы они ни в коем случае не навредили глобальной продовольственной безопасности. Запретить России продавать ее сельскохозяйственные и пищевые товары может, скажем так, негативно отобразиться на именно глобальной продовольственной безопасности из-за нехватки данной продукции, чего, безусловно, страны Запада не хотят, иначе к России в качестве союзников и существенных присоединятся все страны глобального юга, которым, собственно, нужны эти продукты. Поэтому здесь я не думаю, что будет ограничение, в том числе со стороны Европы. Что касается не сельскохозяйственных, не пищевых товаров. Действительно, торговля ими происходит. Более того, знаете, в 2023 году, в первой половине его, если брать данные, скажем так, зеркальной статистики, то есть то, что не Россия дает, а то, что дают партнеры России, что они покупают, какие товары, и пытаться из вот этой информации составить картину экспорта России, то так получалось, что Россия была, скажем так, экспортировала свою продукцию в Китай, дальше в Европейский Союз. То есть Европейский Союз был на втором месте, потому что все-таки торговля происходит. Попытки вести полное торговое эмбарго, о чем говорили на встречах министров финансов на отношения с Россией, они также встречали, скажем так, негативный отклик, по той простой причине, что действительно вот эти самые сделки происходят, то, о чем говорит и польская сторона, и что можно увидеть элементарно в статистических данных, которыми мы располагаем все. К слову, польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска Краковец на украинской границе и обещают разблокировать на короткое время Дорогуский Ягодин. Туск также вспомнил о замороженных российских активах и говорит, их бы точно должно было хватить для победы Украине. Тут точную сумму мы можем знать только в ограниченном количестве направлений. Из 285 миллиардов долларов российских резервов, кто-то называет 300 миллиардов, кто-то 280 миллиардов, но только 5 миллиардов заморожено в США. Всемирный банк уже оценил затраты на восстановление и реконструкцию Украины в 411 миллиардов долларов, а Евросоюз называет сумму замороженных у него активов Центробанка в 24,5 миллиарда долларов. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийском депозитарии Евроклир.
На них группа только за 9 месяцев прошлого года заработала около 3 миллиардов евро. Но точную сумму мы сказать не можем. Один из самых известных криминальных авторитетов России вышел из тюрьмы по УДО. Условно-досрочное освобождение для Шакро Молодого, вора в законе, в этот раз сидевшего за вымогательство, было решено осуществить из-за состояния его здоровья. Захарию Калашову, так его на самом деле зовут, 70 лет, и он попросил его выпустить. В 2016 году РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела писала, что Калашов распределял финансы между участниками всех преступных сообществ России. Согласно документам, он назначал и контролировал руководителей нижестоящих структурных подразделений, а «Коммерсант» в своих публикациях даже называл его лидером преступного мира России. Гагаузия хочет получать газ отдельно от Молдовы. Глава региона заявила, что также хочет получить возможность открыть доступ к платежной системе МИР, которую используют в Федерации, чтобы жители получали социальные выплаты от России. А от молдавских властей она ожидает провокаций. На фоне вот этих договоренностей, усиления давления на автономию, может быть, каких-то провокаций, допускаете ли какие-то силовые сценарии? Юрий, от этой власти можно ожидать всего, потому что у нас, к сожалению, уже 2 года моя команда просто на нее оказывается давление, на нас заводятся уголовные дела, арестовывают, и все возможно, и не имея на то законных оснований, у нас, к сожалению, вот такая идет расправа с оппозицией. То есть нам четко говорят, что вы не так голосуете, вы не так думаете, поэтому и фабрикуются дела, и люди привлекаются к уголовному преследованию. Можно ли организовать каким-то образом доставку российского газа отдельно в Гагаузию, как автономный регион в составе Молдовы, не совсем понятно технически как. Мы спросили мнение у эксперта. Физически обеспечить поставку в Гагаузию отдельно от... Во-первых, Гагаузия — это нет такой страны, есть страна Молдова. И Гагаузия — это всего лишь составляющая этой страны. Отдельный регион страны не может вести свою собственную таможенную политику. К слову, как и отдельная страна Европейского Союза, в чем, собственно, есть сложности в коммуникации Украины и Польши, что Польша выставляет требования, которые, скажем так, не приняты на уровне Европейского Союза, а как страна ЕС она не может иметь свою независимую таможенную политику, и, собственно, то же самое Гагаузия. Поэтому вот эти разговоры, это, мне кажется, больше популизм. Потому что, как шутят, газ же не будет в шариках отправлять воздухом Гагаузию. Да, нужны трубы, либо как минимум специальные грузовики, которые не смогут просто так попасть в Гагаузию из Украины туда, поскольку, во-первых, Украина не собирается это делать, а во-вторых, если Украина и будет поставлять какие-то товары, то этот договор будет не с Гагаузией, а с правительством Республики Молдова, с Майей Санду и с руководителями данной страны. Но с точки зрения, скажем так, как говорится, выхлопа, с точки зрения того, что ну вот мы заявили, мы показываем, что мы собираемся делать, ну, как говорится, Украина это слышит, Украина понимает, кто союзник, а кто нет России, и учитывая, по сути, войну, хоть и не объявленную Россией и Украины, союзник страны, которая ведет против тебя войну, он автоматом оказывается в своем черном списке. Теперь мы точно знаем состав кандидатов на американских выборах. Праймерис в своих партиях выиграли Джо Байден от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. Кажется, история сделала еще один виток. Это особенный случай, когда на выборах в Соединенных Штатах дважды подряд встречаются одни и те же кандидаты. Последний раз такое произошло в 1956 году, когда Дуайт Эйзенхауэр и его демократический оппонент Эдлай Стивенсон снова выдвинули свои кандидатуры после выборов 1952 года. Раньше, в 1912 возникла аналогичная ситуация между Теодором Рузвельтом и Уильямом Таффом. Ни один из них не сумел победить. В этих необычных выборах с участием 3 кандидатов победу одержал демократ Вудро Вильсон. Немецкое правительство решило на всякий случай привести в порядок все ракеты «Таурус». Они должны пройти полную проверку, если надо, капитальный ремонт.
Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал Таурус. Такой подход открывает перед правительством замечательные возможности. В четверг Бундестаг вновь проголосует за поставку крылатых ракет «Таурус» в Украину. А канцлер Германии в очередной раз напомнил, что он не собирается отправлять ракеты «Таурус» в Украину. Более того, не хочет, чтобы их эксплуатировали без немецких солдат. И сказал, что позиция его в этом вопросе, по крайней мере, схожа с позицией президента Франции. В любом случае ситуация такова, что мы тесно сотрудничаем. И сила нашего сотрудничества, в частности, связана с тем, что мы делаем это, даже когда две страны расходятся во мнениях по отдельным вопросам. Моя позиция заключается в том, что когда мы доставляем оружие, мы гарантируем, что никакие немецкие солдаты не будут задействованы. Мы говорим о дальнобойном оружии с дальностью в 500 километров, и в случае с этим вооружением я считаю безответственно делать его доступным для кого-то без участия немецких солдат. Это моя очень четкая позиция, которую я неоднократно высказывал, и я повторю ее здесь. Европарламент проголосовал за закон, который регулирует работу искусственного интеллекта. Что имеется в виду и что теперь делать будет нельзя. Новые правила запрещают нецелевое извлечение изображений лица из интернета или камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. То есть российские и китайские системы слежения будут вне европейских правил. Будет запрещено распознавание эмоций и искусственный интеллект, манипулирующий человеческим поведением или эксплуатирующий уязвимости людей. Искусственные или измененные изображения, аудио и видеоконтент должны быть помечены соответствующей надписью. Также определены сферы с высоким уровнем риска для применения искусственного интеллекта. В них использование ИИ должно быть прозрачным и точным, и под человеческим наблюдением. Люди будут иметь право подавать жалобы на систему искусственного интеллекта и получать разъяснения относительно решений, принятых на основе таких систем. Будущее уже рядом, и пора его немножко форматировать. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев. Любая ваша реакция важна для нас, для вас же самих и для Ютуба, который показывает это и другие наши видео большему количеству людей. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.